Но сейчас мы видим, что происходит в нашей лаборатории сна. Под звуки собственного храпа здесь крепко спит пациент, семейная жизнь которого находится на грани развала. Храп раздражает жену, а врачи подозревают, что мужчина может погибнуть от остановки дыхания во сне. Обследование, которое проводилось всю ночь, позволит установить, насколько опасен храп, какая причина его вызывает и, главное, как от него избавиться. Доброе утро. Просыпаемся. Доброе утро. Давайте я вас посажу. Лежите. Да. Мы вас сейчас приподнимем просто. Вы присядете. Хорошо? Да, Выспались? Кошмар какой-то снился. Кошмар снился? Черту зубы. Ну что, друзья, всю ночь у нас в нашей телевизионной клинике прохрапел Михаил Владимирович Забусов. Мы к храпу относимся с большим пониманием. Как доктора мы знаем, что храп может быть опасен. И еще раз хочу повторить вам, если человек храпит, наверное, вам неприятно. Но храпящий человек может умереть от остановки дыхания во сне. По-научному это называется апноэ во сне. Поэтому, если близкие вам люди храпят, не мучайте их бесконечным советом. Встань, проснись, повернись. Да. А лучше сходите вместе с ним к доктору, к такому доктору, как Роман Вячеславович Базунов, чтобы обследовать, нет ли у близкого вам и любимого человека остановки дыхания во сне. Да. Итак, что оказалось? Есть у нашего храпящего Михаила Владимировича остановки дыхания во сне или нет? У Михаила Владимировича достаточно специфическая форма апноэ сна, позиционно зависимая. В положении на спине достаточно много было остановок дыхания, во сне всхрапываний и проблем с насыщением крови кислородом. А когда вы лежали на боку, вы практически даже не храпели. Посмотрите, когда наш пациент спит на спине, его язык западает и перекрывает гортань. Таким образом, нарушается свободный проход для воздуха. Воздух протискивается через узкую щель, возникает храп, и именно в этот момент дыхание может остановиться. Но как только человек переворачивается со спины на бок, язык меняет свое положение и открывает путь для свободного прохождения воздуха. Храп исчезает, и остановки дыхания во сне не возникает. То есть, в общем-то, если держать вас на спине, то мы скажем, что вы больны, а держать вас на боку, мы скажем, что вы практически здоровы. Итак, друзья, если это так называемая позиционная остановка дыхания во сне или позиционное апноэ во сне, то есть примитивнейшие, простые методы лечения, которые можно легко использовать дома самим, вообще сделать это самостоятельно. Сейчас я попрошу, чтобы нам принесли, да. Будьте любезны, принесите нам, пожалуйста. Итак, вот смотрите. Вот такая рубашечка, это может быть футболка, все, что хотите, но с секретом, Михаил Владимирович. А секрет вот какой. Сзади кармашек. Сзади чего? Сзади рубашечки. Между лопаток на спине кармашек. В этот кармашек, друзья, кладется что угодно. Теннисный мячик лучше всего. И теперь, если вы зашить его потом, зашить, да, чтобы не вывалился, и одеть на нашего храпуна. В результате что будет? Когда вы во сне ляжете на спину, вам будет неудобно. Вы, не просыпаясь, повернетесь на бок, и будет все хорошо. Вам бы подарят, чтобы ваша жена не шила. Да. Но с бумажкой это не поверится. Конечно. Как быстро приспособится наш пациент к такой рубашке? Обычно это занимает где-то недели 3. Сначала, может быть, это вас будет будить, но фактически у вас будет локоть жены, да, которая толкает, говорит, перевернись на бочок, наверное. Она мне и уши крутит, и нос крутит. А так вы, перевернувшись на спину, почувствуете мячик и опять перевернитесь на бок. Итак, во время сна мячик будет мешать пациенту спать в положении на спине. Всю ночь он будет вынужден провести на одном или другом боку. И таким образом предотвратит западание языка и обеспечит свободный проход воздуха в легкие. Храпа не возникнет, угроза смерти от остановки дыхания во сне пройдет. Но кроме этого нужна и правильная подушка. Дело в том, что
Маленькая подушка – это плохо, потому что голова на самом деле завалилась, язык запал и плохо. Большая подушка, голова с нее все равно сползает и лежит вот так под наклоненным состоянии, да, и дыхательные пути искривлены, и тоже это плохо, может провоцировать апноэ. Нужно обеспечить плотную, плоскую подушку, которая, соответственно, обеспечит положение головы параллельное туловищу. Вот на самом деле в медицине, вот для таких кушеток, вы лежите на медицинской кушетке, есть вот такие шейные валики. Я сейчас уберу подушку из-под вас и покажу этот валик. Валик очень простой. Ложитесь. Так. Он точно кладется под шею. Размер этого валика, давайте вот это вынем, в точности соответствует тому расстоянию, на котором должна находиться шея, чтобы она не запрокидывалась и язык не закрывал дыхательные пути. И вот, друзья, у нас совершенно обыкновенная подушка. Ну, самое что ни на есть, только она была в одноразовой простыне. Так вот, ее тоже надо использовать умеючи, потому что вы спали вот так. Скручиваю, вот я ее Вот, между скручиваю. прочим, интуитивно вы идете по правильному пути. Ложитесь. Вы ее используете вот так. Вот это Мне неправильно. нравится. А вот я ее скручиваю. А вот смотрите, что надо. под шею. Вот эти вот уголки надо выправить вот сюда. Ложитесь. Я так не делаю. Вот и все. Вот это правильное использование подушки. Согласны, Роман Вячеславович? Согласен. Итак, правильная подушка удерживает шею в идеальном положении. В результате даже во время сна на спине язык не западает. Воздух свободно проходит через гортань, храп не возникает, и угроза остановки дыхания во сне ликвидируется. Ну что, дарим нашему чудесному, веселому... Что, нет, автограф ставим вместе с доктором. Давайте нам срочно ручку. Автограф поставим, как только сейчас начнется отбивка и переход к следующему блоку. Спасибо вам большое. Спасибо доктору Базунову, который доктор медицинских наук, заслуженный врач России и руководитель отделения сна. Человек, который изучает процессы, происходящие во сне. И еще раз, дорогие друзья, если ваши близкие храпят, не стремитесь разбудить их, не думайте о себе в этот момент. Запомните все. А подумайте о том, что при храпе они могут умереть от апноэ во сне или от остановки дыхания во сне. Сходите к врачам, обследуйтесь. Спасибо вам, Роман Вячеславович. Наша программа продолжается. Спасибо вам. Я теперь с автографом не буду храпеть.